Когда мы были у тебя, мы обсуждали вопрос с обычного ума, потом мы обсуждали вопрос как бы того, что Гуруджи называет интеллектом, и то, что осознанность. То есть можно попросить Гуруджи, чтобы он разъяснил хотя бы вкратце каждый из них и в чем разница между ними. Three terms that we use very frequently: the mind, the intellect, and awareness. Can you explain each one and tell the difference between each one so that everyone understands in the same way? Because sometimes we have a discussion, especially related to the translation, because we understand one thing under the mind and the intellect, but you may understand something that may be different. So the mind, intellect, and awareness. First thing, awareness or consciousness, you say that awareness or consciousness cannot be separated from the mind or the intellect. Ну, начнем с осознанности или сознания. И первое, что нужно понять, что сознание неотделимо от ума и интеллекта. It is like sun to the moon. Sun is awareness and the moon is mind and also the intellect. И отношение здесь между сознанием и умом, интеллектом такое же, как отношение между Солнцем и Луной. Солнце в данном случае это как сознание, а Луна это ум и интеллект. So according to the Eastern wisdom, we say that mind is one, has four functional aspects. И в восточной мудрости мы говорим, что ум имеет 4 функциональных аспекта. Before Luda, you are a husband, and before your son, you are a father. So two functions, but one person. Например, Саша для Люды является мужем, а для своего сына отцом. Саша это один человек, но он выполняет 2 разные функции. So what are the 4 functional aspects? They are thinking mind, second memory, third intellect, fourth is ego. Итак, у ума есть 4 функциональных аспекта. Первое – это способность думать и размышлять. Второе – это память. Третье – это интеллект. И четвертое – эго. We don't recognize when we are sitting in front of the wife, brother, and the son. We constantly interact with them differently, playing a different role. Когда человек находится рядом с братом, женой и сыном, то он играет разные роли по отношению к каждому из этих людей, даже находясь рядом со всеми ними. Даже не замечая этого, он общается с каждым из них по-разному. Oh, what did we learn last week? Mind is active. Behind there is an awareness, and we remember, oh, this is the topic, memory. Как мы говорили на прошлых занятиях, что есть осознанность, которая, или сознание, которое находится за умом, за пределами ума. И мы вспомнили о том, что мы это проходили на прошлых занятиях, это функция ума память. I like you, I dislike you, and after liking, I get attached, and after disliking, I get detached.
So attachment and detachment becomes emotional, and I become emotionally dependent. It is the mind. И если ты мне нравишься, то тогда я к тебе привязываюсь. Если ты мне не нравишься, то я тогда хочу от тебя избавиться. И я становлюсь эмоционально либо привязанным, либо привязанным со знаком минус. Это работает ум. Then we start thinking, why I am attached. The attachment is giving me lot of pain and the pleasure, or detachment gives me lot of pain and pleasure. But why I am getting pain and pleasure? Oh, I find that I'm expecting peace and happiness, love and from others, but then the intellect goes on thinking, but the peace and happiness are not located outside. So this is the job of an intellect. Я получаю удовольствие и страдания от того, что я привязываюсь, от того, что я испытываю неприязнь, и рано или поздно я начинаю задумываться, а почему я привязываюсь, и почему я испытываю эти эмоции от привязанности и неприязни. И здесь включается интеллект, который понимает, что источником моих удовольствий или страданий является не нечто извне, а собственно мой ум. Это задача осознать, это задача интеллекта. We are confused, we are carried away by the emotions. We have a stress and suffering, we have a delusion, all belongs to the mind. Мы находимся в смятении, у нас возникают эмоциональные зависимости, заблуждения, все это принадлежит области ума. There is a clarity in thinking, and there is a wisdom in thinking. It is the job of an intellect. А там, где есть ясность, понимание и мудрость, там есть интеллект. In both the cases, with the mind and the intellect, both think. Thinking is common. So thinking results in confusion, emotional dependence, sorrow and the suffering, blame and complaint. It is mind. Но и в случае ума, и в случае интеллекта есть общий знаменатель. Это размышления или мысли. То есть если наши размышления и мысли приводят нас к жалобам и обвинениям, к зависимостям и к страданиям, то это мысли, которые думает ум. То есть мысли, которые относятся к области ума. So when I think to find the ultimate cause, not get carried away by any emotion, and I reach to the ultimate cause, it is the intellect. Но если мои мысли позволяют мне найти корень проблемы, не просто быть унесенным или быть вовлеченным в эмоцию, а с помощью ума найти истинную причину, почему я страдаю, почему я получаю удовольствие, то это есть область интеллекта. I am obsessed, I am emotionally dependent, I am crying, I am blaming and complaining and cursing. It is the job of the mind. Если я нахожусь в эмоциональной зависимости, если я жалуюсь, если я обвиняю, если я ругаюсь, то это все область ума.
Intellect recognizes, oh, knowledge can lead me to a right step, right thought, right speech, and right action. Intellect. А интеллект понимает, что знание может привести меня к правильным мыслям, правильным словам и правильным действиям. One of the greatest gift by the existence to us is the free intellect. Один из самых значительных подарков бытия нам – это свободный интеллект. No animals have a free intellect. Нет животных, обладающих свободным интеллектом. Tiger may be stronger than us. They have only two options. Either they can catch me through their mouth or through their paws. Тигр может обладать большей силой, чем мы, но у него только два варианта, как свою добычу схватить: либо клыками, либо лапами. Now check. Tiger is attacking you and the mind wants to take a decision. You are already full of fear. You cannot decide what to do. You just want to hide. And the tiger is going to kill you. Но если на нас нападает тигр, и в этот момент нами завладел страх, то мы не можем использовать свободное мышление, свободный интеллект. Мы захвачены этим страхом, все, что мы хотим сделать, это спрятаться, и тогда тигру очень легко нас съесть, атаковать и сделать все, что once you recognize the free intellect, oh, I'm in a room, the tiger cannot come to the room, I can close the door. Oh, no, I have a stick. No, I have a knife. So I have many options to save myself. Но как только мы начинаем использовать наш свободный интеллект, мы сразу же замечаем, что у нас есть гораздо больше вариантов. Например, что мы находимся в комнате, и в этой комнате есть дверь, которую можно закрыть, или же есть рядом какая-то палка, с помощью которой можно отбиться, и так далее. То есть появляется гораздо больше вариантов. Now ask yourself, are we a human being? Теперь задайте вопрос, являемся себе, являемся ли мы людьми? If yes, I must use my free intellect all the time. Если ответ да, то тогда я должен использовать свой свободный интеллект все время. It means I have to think rightly, but I cannot think rightly without awareness behind it. Это означает, что я должен думать в правильном направлении, но Can you think consciously in dream or sleep? Но если я не обладаю осознанностью, то тогда я не смогу думать в правильном направлении. Are we a human being? Don't you see that I'm a human being? No, not looking at the physical level. That is a gift. But inside it we have a free intellect. Неважно, выглядим ли мы как люди, важно то, что мы используем наш дар свободного интеллекта, который есть у нас у людей. So if we answer a question, and that question is, after all, why the human civilization aims at self-realization, awakening. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему наша
человеческая цивилизация нацелена на самопознание, на пробуждение. Sergey, is it not a right question to ask? So now pay attention and understand this. The existence has created this entire world with the knowledge behind it. Давайте внимательно проследим и поймем. Бытие создало весь наш мир, используя знания. So that existence, we are not saying God, existence has a supreme intelligence, knowledge, and existence is acting all the time. That is why the world is constantly changing. Мы не будем называть это Богом, мы будем использовать термин «бытие» как более нейтральный. И мы понимаем, что бытие обладает абсолютным знанием, и бытие постоянно находится в действии, то есть постоянно что-то делает. Именно поэтому наш мир постоянно меняется. Are you understanding? Existence creates everything absolute. Все, что создает бытие, является абсолютным. Why absolute? Because they have the existence as the absolute knowledge. Почему создание бытия является абсолютным? Потому что бытие обладает абсолютным знанием. Out of 8.4 million species, only the human being can receive the knowledge and can also create. Среди 8 миллионов видов живых существ только человек может получать знания и что-то создавать. Are you understanding that point? Все понимают. We have created millions of applications, gadgets, transportation, communication, computers. It has given us a revolution during the last 200 to 300 years. Мы создали множество всяких инструментов, средств общения и прочих полезных гаджетов и ништяков, которые фактически перевернули нашу жизнь за последние 200-300 лет. We are moving slowly. So one is the creation by the existence that is perfect. One we create that is always imperfect. Так есть создание бытия, и то, что создает бытие, и они являются безупречными. Но то, что создаем мы, таковым не является. In our personal life, in our professional life, in our social life, in even technology, we are always imperfect. В нашей личной жизни, в себе, на работе, в технологии, все, что бы мы ни создавали, наши создания не являются безупречными. Всегда у них есть какие-то проблемы. Look at every 3 months there is an update in the phone. Phone needs to be upgraded. Computer needs to be upgraded. We have one or the other imperfections. We find that error. We want to correct it. And the journey is continuing. Посмотрите на все наши гаджеты, смартфоны, Windows и прочее. Всему требуются обновления постоянные, и это означает, что мы находим там либо ошибки, либо какие-то вещи, которые можно улучшить,
И это так будет всегда, это никогда не закончится. Are you getting it? Все понимают? And then, I'm answering that question. Existence created mosquito as a perfect living species with a lot of limitations. Бытие создало комара безупречным, но с большим количеством ограничений. Existence created water that is same everywhere, in your country, in your tap, in my tap. Бытие создало воду, и эта вода везде одинакова. В кране Гуруджи, или в наших реках, или в нашем кране. We created more than 5,000 drinks, Coca, Pepsi, Diet, this and that, and still it is imperfect. Люди создали тысячи различных напитков, но ни один из этих напитков нельзя назвать безупречным. We met our soulmate. Oh, I had a soulmate. Perfect. But after a few weeks and months, soulmate. Мы встретили девушку, на первый взгляд она нам показалась безупречной, но через какое-то время все оказалось совсем не так. Do you agree with me or not? Existence created boy and a girl. We created soulmate, and that is why it is imperfect. Бытие создало девушку и парня, а мы создали жену или мужа. И именно поэтому жена и муж — это не безупречное создание. Are you understanding that? Все понимают? Side by side, creation by the existence, creation by the human being. Вот, можно таким образом можно сравнить то, что создает бытие, и то, что создают люди. Гуруджи, почему мужчина, то есть мужчина и женщина совершенны, а муж и жена нет? Мужчина и женщина тоже сами по себе сотворенные бытием. Почему они совершенны? Why do you call men and women perfect or absolute, and wife or husband imperfect? Why is man more perfect than husband? What is the difference between man and husband, and where is the husband in man? That will answer your question. Нет, не так вопрос. Вопрос в том, почему человек, мужчина, допустим, совершенен. Мужчина ведь тоже несовершенен, как несовершенен муж, там с каких-то точек зрения, так несовершенен человек. Там разницы больше, меньше, кислотная среда, давление. Мы сразу, то есть мы тоже несовершенны получается. И мы тоже как бы эволюционируем, и тоже меняемся. Почему мы совершенны? I meet a girl for the first time. Mind outpours the emotions. Mind gets attached. And then I label that girl as a soulmate. So it is soulmate is my creation in my mind. She continues to remain as a girl. Я встретил девушку, эта девушка вызвала во мне бурю эмоций. Я назвал эту девушку своей женой, и жена — это мое создание, но в то же время она продолжает оставаться девушкой. Gurji, but Sasha's question, he clarified it further, was about why do you call men perfect? We have a lot of imperfections. You said that
we also have limitations, like the mosquito. You said that mosquito was created perfect, but with lots of limitations. So are the limitations not the synonym of imperfection? Why? Yes, yes. You see that I compare creation by the existence as a man, woman, mosquito, tiger, and other living species. And when my mind or the intellect interferes and creates something else, that is the imperfection. Ну, тут, короче, если ты слышал то, что я спросил, я твой вопрос расширил немножко. То есть я его так сформулировал, что если Гуру же сказал, что он бытие создало комара с большим количеством ограничений, то почему эти ограничения комара можно назвать безупречными? То ответ здесь прозвучал такой, что безупречностью по определению считается все то, что создано бытием, а все то, что создано не бытием, не считается безупречностью. Вот такой ответ был. Existence created human being, given the free intellect to know thyself. We don't want to know ourselves, but we want to enter into imperfection. Бытие нам дало интеллект для того, чтобы мы познали себя, но вместо этого мы используем интеллект для того, чтобы зайти на территорию небезупречности. I don't see the soulmate within my heart. I superimpose the label of soulmate on the man and women. That is the problem. Я не вижу спутника жизни в себе, в своем сердце. Вместо этого я хочу наделить кого-то во внешнем мире термином «спутник жизни», например, женщину или мужчину. И в этом проблема. In a comparison, side by side, existence, whatever the existence created, it is perfect. Whatever we create through our mind, based on emotional dependence or attachment, ultimately we have some sense of imperfection. To remove that imperfection is the answer of the question that I raised in the beginning. Итак, все, что бытие создало, является безупречным, а все, что мы создали как люди, исходя из наших собственных заблуждений, ограничений, привязанностей и так далее, является небезупречным. Are you understanding? Let me make it in a different way, that I have a daughter. So I created a relationship of daughter and the father. По-другому объяснит, короче, у человека есть дочь. Такой человек создал взаимоотношения между отцом и дочерью. Clear? Всем Now понятно? the daughter get married. That man perceives my daughter as an object of pleasure. I see my daughter as a sense of pride. Look at this. А теперь дочь этого человека выходит замуж, и муж видит ее, считает ее объектом наслаждений, а отец относится к дочери как к объекту гордости. Do you see? Do you see the difference? My creation and creation of the existence. Creation of existence is a girl.
Заметили ли мы разницу между тем, как бытие создало девушку, между созданием бытия, и тем, как мы, тем, что мы создаем? Бытие создало именно девушку. Are you understanding? Are you getting it? Все поняли? It is from the teachings of that Upanishad. My creation, we are not looking how mosquito is limited, how tiger is limited. We are looking at the existence, what they created. And whatever they have created. They have created a tiger. Tiger needs a forest. They have created a mosquito. Mosquito goes there to the water, produces their kids. Fine. Look at this plastic. Plastic is perfect creation. You crush it, ultimately you will find the plastic. Whether it's a mouse, whether it's a TV, whether it's anything. Ultimate is the plastic. But plastic was never created by resistance. Plastic was created by human beings. There is no such object as plastic without a human being. Yes, no. Go beyond the plastic. What ultimate is the origin? It is the matter. Take an example of a gold. We can create hundreds of jewelries, but ultimately it is gold. Да, Гуру сказал, что если мы возьмем, например, в самом начале, что мы, если следовать учению восточной мудрости и то, как это описано в Упанишадах, то мы не принимаем ограничения как несовершенство, то есть ограничения живых существ, создан или вообще чего бы то ни было создан, что создано бытием, не является несовершенством. В понимании восточной мудрости несовершенством является все то, что не создано бытием. И, как пример, Гуруджи привел пластик, из которого сделана мышка. Если я сказал, если мы возьмем этот кусочек пластика и раздавим его, то в обломках, в этих кусочках мы найдем лишь только пластик. На что я возразил, что пластик был создан человеческим существом, и не существовало пластика до небытие создало пластик, а люди создали пластик. А Гуру на это ответил, что по пластикам это как аналогия, он имел в виду материю. Dennis raised a question about the plastic. If we have created plastic, out of what we have created plastic, that remains as it is. И если даже мы создали этот пластик, то вопрос здесь дальше мы продолжаем, из чего мы создали этот пластик. И то, из чего мы его создали, это есть создание бытия. Come to the conclusion. Existence is an absolute knowledge, and they take an absolute action. We also gain the knowledge, and we can also take an action. No other animals can take such an action. Итак, вывод такой, что бытие обладает абсолютным знанием, и оно может действовать на основании этого знания. Мы тоже можем действовать на основании нашего ограниченного знания, но так как делаем это мы, ни одно другое живое существо делать не может. Do you understand that point? Cows still eat grass after 1,000 years. Tigers still eat flesh after thousands of years. We have 100 millions of recipes that we have created and we eat it. It is because of the knowledge and the action. Например, корова на протяжении тысяч лет ела траву и будет продолжать ее есть. Тигр ел и будет продолжать есть плоть, но мы же имеем тысячи различных рецептов, как приготовить себе пищу, и мы в этом плане мы отличаемся от животных. Did you understand that point? Все понимают этот момент.
So then I will ask Alexander, I will ask Sasha and Sergey. So what happens that free intellect find that I'm limited? At least somewhere I miss the point. Can I tune with the existence? Can I discover how the existence works? And that is known as awakening. That is known as moving to the permanent peace and happiness. That is the answer of the question that I raised. И рано или поздно наш интеллект замечает, что он ограничен, замечает свои ограничения. И в тот момент, когда интеллект задается вопросом, а как мне избавиться от моих ограничений, как мне настроиться на волну бытия, чтобы быть ближе к абсолютному знанию бытия. Вот этот вопрос приводит к поиску и к пробуждению. So that intellect in the human body constantly wants to know, am I worthy of suffering or not? Master says we are not worthy of suffering. We are worthy of getting awakened, tuned with the existence, and realize our nature. И этот интеллект постоянно хочет знать, должен ли я страдать. И ответ, который дают учителя, нет. Я не должен страдать, я должен пойти по пути самопознания и найти ответ на вопрос, кто я. Now, I think two people have raised their hand. Yes, Sergey. У меня сначала будет немножко такое возражение по поводу того, что люди самые интеллектуальные существа на Земле, самое высшее такое создание. А второй будет вопрос, ну это просто я говорю, что забегая наперед, второй будет просто вопрос по поводу другого. По поводу интеллекта, ученые, которые изучают, например, дельфинов, они утверждают, что еще неизвестно, во-первых, кто кого из нас изучает, во-вторых, чей интеллект мощнее, потому что дельфины — это существа, которые обладают уникальными способностями обучаться, у них очень развиты социальные функции, они там ухаживают за старыми, защищают там стаю от хищников, то есть у них нет врагов, они фактически счастливы в том, что имеют. То, что они не производят сложные компьютеры или какие-то вещи, ну им это просто не нужно. Вот и все. Но то, какой у них интеллект, какие они действительно интеллектуальные задачи решают, которые ученые, которые изучающие их ставят, это удивляет. И поэтому, ну, просто это как возражение, потому что уже много раз я слышал, говорю, что существо, ну, человеческое существо самое-самое интеллектуальное, но вот ученые иначе, они с этим готовы спорить. Это первое. А второе я потом задам вопрос. Yeah, that was only the first out of two questions. The first one is actually not quite a question, but Sergey wants to challenge your statement that that human being has the highest intellect of all species. And as an example, he wants to cite dolphins. As scientists claim that it remains to be seen who is studying who. Dolphins study humans, or humans study dolphins. First, then, whose intellect is more powerful? Because dolphins show a very well developed intellect in communication with fellow dolphins in dolphin society. They don't have enemies.
There is a lot of scientific evidence that their intellect is very, very high. Dog has a higher power of smell. They are more intelligent than us. Dolphins have higher power of smell? Dogs has a greater power of smell. Гуру Джа, как возражение, твое возражение приводит такой аргумент, что если у собак развито лучше чувство запаха, чутье, то означает ли это, что собаки более развиты, чем мы, люди? Bats can recognize the vibrations of the sound maybe 5 to 10 miles away. Why dolphin only? Who can recognize Bat. Летучие мыши имеют органы чувств, которые могут воспринимать вибрации, которые люди не могут воспринимать. Делает ли это их более развитым? The mother elephant in a group can sense where the water is in a drought, and they take the entire group to that area in a desert and they dig the earth and they find the water. We cannot. Мать слониха может чувствовать, где находится, будучи в пустыне, она чувствует место, где можно отыскать воду на довольно большом расстоянии, и всех своих слонят ведет в это место, а мы не можем. I'm supporting you. То есть в этом плане Гуруджи приводит еще больше аргументов к тому, что есть существа более развитые в различных аспектах. Но what is but? Но что здесь важно? I can recognize that dog has a greater power of the smell. Dog cannot recognize me. Я как человек могу заметить, что у собаки есть чувство, чутье повышенное по запаху, но собака обо мне ничего не может заметить. Because of the free intellect I have. И это показывает, что у меня есть свободный, я обладаю свободным интеллектом, а собака не обладает. Any living species may have a higher power of perception. Still, as a human intellect which is free, I can take over that. То есть любое живое существо по сравнению с человеком может иметь более развитый аспект восприятия, но похвастаться свободным интеллектом при этом может лишь человек. Maybe one day the dolphin will start researching the human brain and they will see, oh, they don't know anything. Возможно, в какой-то момент дельфины начнут изучать человеческий мозг, и они скажут, вот эти люди ничего не понимают. Maybe the type, because they do not have a free intellect. Но у них нет свободного интеллекта. That is, with that free intellect, we are looking for awakening and realization. No animal, how intelligent they are, they will remain confined to what they have been given by their existence. То есть неважно, насколько развито восприятие у животных, они ограничены тем, что им дало бытие. То есть у них нет свободного интеллекта. Самое главное отличие – это отсутствие или наличие свободного интеллекта. You cannot ask the dolphin or a dog to sit in a class and learn what is awakening and realization, what it means by a free intellect. We can. И свободный интеллект позволяет нам стремиться к пробуждению и самореализации, самопознанию.
Но собаку или дельфина мы не можем посадить на Гуруджи, например, или кому-то другому на занятии, чтобы они слушали и поняли, что такое самореализация и пробуждение. Только мы, люди, можем заниматься By такими. habit, we can train some of these animals habitually, but still they remain below the free intellect of the humans who has the ability to receive the knowledge, multiply that knowledge and take a right action. Just check it. Мы можем научить чему-то животное, ну, не научить, натренировать чему-то, натренировать животных делать что-то. Но при этом эти животные, не обладая свободным интеллектом, не смогут сами проявлять те качества, которые проявляет наш свободный интеллект. Они не смогут устремиться к самопознанию, не смогут устремиться к самореализации, не смогут пробудиться. Are you clear? Challenge your intellect, challenge your brain to understand that we have a free intellect, and that free intellect gave me a self-awareness. I can see you are separate from me. I can see your capabilities. I can see my weaknesses. I can see my strength, and I can progress. Мне нужно осознать наличие у меня свободного интеллекта и признаки этого свободного интеллекта, которые заключаются в том, что я могу осознавать самого себя, я могу осознавать, что я отличаюсь от других людей, что я могу учиться и развиваться. I am weak. By knowledge and action, I become strong. Dolphin remains the dolphin throughout their life. Если я слаб, то с помощью знания и обучения я могу стать сильнее, а дельфин останется на своем уровне силы и слабости в течение всей своей жизни. What Sergey wants to say. Сергей wants to... По поводу дельфинов я все-таки не согласен. Они, люди, которые видели как раз глаза дельфина, они утверждают, что еще неизвестно, кто кому глубже знает и изучает. Это раз, то, что у них развита самоосознанность. Это два, у них развито чувство юмора. Это три, то есть это вещи, которые характерны только людям. Кроме этого, они очень-очень легко обучаемы человеческим задачам. То есть люди ставят им задачи, дельфины решают их, даже некоторые люди не могут решить эти задачи. Поэтому... Sergey still does not agree with you on dolphins specifically. Before I listen to what Sergey is saying, I want to say, can dolphin think the way we are thinking about the dolphin? You mean, can dolphin think about us the way we think the about way we are thinking about the dolphin? Прежде чем Гуруджи выслушает все твои аргументы, Сергей, он хочет задать тебе вопрос. Может ли дельфин думать о людях точно так же, как люди думают о дельфинах? If we say we don't know, the answer that Sergey gives, why not? We don't know exactly. Yes, if we say we don't know, every thought results into an action. If the dolphin had been thinking about us, they should have taken some action. They should have changed their behavior. That is the answer.
Да, мы можем сказать, что мы не знаем, но любая мысль воплощается в действии, материализуется в действии. То есть, если бы дельфин думал о нас точно так же, как мы думаем о дельфинах, то дельфины бы предприняли по отношению к нам некие действия, подобные тем, которые мы предпринимаем по отношению к дельфинам. Раз это не случается, значит, дельфины не думают. Она ставит крайне. Вот такое. Minimum, at least minimum, we should learn from our own experiences. If I am thinking good about you, first day, second day, third day, then I want to turn that thought into an action. I want to be a friend with you, then I care you, then I love you. Every thought contains a desire, and that desire results into an action. So if we say the dolphin, who knows the dolphin is thinking about us or not? That is a wrong statement. We should learn from our own experiences. Мы должны учиться на основании нашего собственного опыта. Наш собственный опыт подсказывает нам, что если мы думаем о ком-то, например, если нам кто-то нравится, то тогда мы предпринимаем шаги, чтобы сделать что-то, чтобы продолжить отношения с этим человеком, чтобы как-то ближе к нему и так далее. То есть наши мысли материализуются в действии. В данном случае мысли дельфина не материализуются в подобные действия, именно поэтому мы и не говорим, что эти взаимные эти поведения. Think about your honey in a very good way, with love and care. Your physical expression, your emotion are different. Then you think negatively, your expression and your action are different. That is very well settled in our day-to-day living. Why shouldn't we accept that? Если мы думаем хорошо о нашей жене, например, думаем хорошие вещи, то и наше поведение, соответственно, к ней проявляется хорошее поведение. Если мы думаем что-то плохое, то, соответственно, и поведение наше плохое. То есть здесь речь идет о материализации мысли в действии. И то есть, если это происходит, если наш опыт подсказывает, что так происходит с нами в повседневной жизни, почему мы это не принимаем как такой закон, который, это я уже от себя дополняю, должен, по идее, распространяться и на дельфинов. Should I clear your intellect little more? Прояснило ли Сергею это объяснение чуть глубже его вопрос? Do you know who you are? First know who you are, and then we will know dolphin. Ты уже себя полностью познал. Вот сначала, после того, как ты себя полностью познаешь, тогда мы вернемся к теме дельфина. Ну, тогда у меня все-таки вопрос теперь будет. Now, he claimed in the beginning that he has two questions. Now comes the second one. Second question. Давай, второй. Когда-то Гуру говорил, что во время медитации нам не стоит прилагать усилия в практике, потому что появляется деятель в виде ума. Но мне интересно, кто принимает решение не следовать за мыслями во время практики? Это уже интеллект, или это еще интеллект, или это высшее сознание, наше истинное Я, которое дает команды интеллекту не следовать за мыслями и не прилагать усилия в практике. Sasha wants to answer that. Natasha is becoming bored. Dennis, I think he have not internet. Yeah. I feel, let us wait
I have time today for another 15 minutes, so yeah, my friend. Maybe translate his question. Maybe Sergey translate to English his question. Yeah. In the Саша, я meantime, плохо переведу, у меня практики нет. Сейчас Денис появится, я, честно говоря, в английском понимаю, сказать нормально. Я не смогу. Давай подождем чуть-чуть. we hope that, yes, here he is. We don't hear you. Денис, слышал вопрос? Я услышал с момента, кто принимает решение не следовать за мыслями. Это интеллект или дальше? Или это истинное я? Все, конец вопроса. Да. Okay. Earlier, Girish, you mentioned that we should not perform any effort or do any effort when in meditation, because it is the doer or the mind who makes an effort. But who makes the decision not to follow thoughts of the mind? Is it the intellect or the real self? It is the intellect. It is the intellect that knows that mind is wandering. So intellect says, I'm not wandering, and it leaves the thoughts as they are. Это интеллект, не только интеллект, который знает, что ум блуждает, и интеллект знает, что ему не нужно следовать за мыслями, ему нужно оставаться незатронутым мыслями. I'm not opening up that how the intellect and the real self are connected. That's why I picked up this topic from the two questions of the Sasha about mind and the intellect. Once we understand what is the relationship between intellect and the real self, intellect and the pure consciousness, the things becomes very clear. So we will take up slowly. Сегодня Гуру не будет затрагивать вторую часть Сашиного вопроса, которая касается взаимоотношений интеллекта и истинного «я», ну или сознания в том оригинальном варианте, потому что, узнав и поняв ответ на этот вопрос, мы сможем приблизиться к пробуждению, но это будет на следующий. What do you see? Что мы видим? What do you see? Что мы видим? Ладонь видят, наверное, если фокусироваться на ней. Palm. Palm. No, you see the light on the palm. Нет, ты видишь свет, отраженный от ладони. We forget the light, and that's why our focus remains on the palm, on the objective reality, on the material world. That is why the intellect has to be trained. Мы забыли о том, что мы видим отраженный свет. Наш фокус восприятия сместился по направлению к материальной природе, к материальной ладони. Хотя на самом деле мы видим лишь отраженный свет. My hand is down, my palm is down, light is still there. Гуру Джа опустил руку, его ладонь уже опущена, но свет все еще присутствует. So the role of intellect is just like a palm. И роль интеллекта здесь подобна роли ладони. When the intellect reaches to the highest knowledge, the intellect drops down. There is only real self.
There is only pure consciousness. There is only emptiness. There is only nothingness. Когда интеллект достигает вершины своих способностей, то потребность в нем исчезает. Интеллект растворяется, он уже не нужен, остается только сознание истинное. I will take up the question from the Sasha, but before I want to make clear about in meditation, the mind loses all the effort. You are a seeker. You only need knowledge. До того, как мы перейдем к вопросу Саши, пояснение насчет усилий. Если в медитации мы оставляем все усилия, то мы являемся искателями. And mind is visiting, it making your body to shake, and you experience lot of challenges during the practice of meditation. You have to practice, you have to make an effort. А если в процессе медитации мы постоянно отвлекаемся, нам что-то мешает, нам наше тело не дает нормально сидеть и так далее, то тогда мы должны прилагать усилия в медитации. Do you have any problem listening to me? Are you making any effort? Если у тебя какие-то проблемы слушать Гуруджи, прилагаешь ли ты усилия, чтобы слушать Гуруджи сейчас? So who causes the problem? The mind. Кто является причиной проблем? Ум. How master recognizes? Oh, they are the impurities of the mind. Как это объясняет учитель? Объясняет это как загрязнение ума. So the impurities of the mind are removed. You are a seeker. You only need to listen for a teacher and realize your real self. И нам нужно избавляться от загрязнения ума, и слушать и познавать себя. Are you sitting at your home? Находимся ли мы у себя дома? How much time you need to reach to your home? Сколько времени нам нужно для того, чтобы приехать к себе домой? You don't need to make any effort. В данном случае, находясь дома, нам не нужно никаких усилий, чтобы приехать домой. That is the state of a seeker. Это и есть состояние искателя. Are you clear? Всем понятно? Let's have a difficult question from Sasha. Теперь заковыристый вопрос от Саши. Вопрос не заковыристый, их будет два утверждения. Верны ли эти утверждения? Первое относится к тому, что вы уже говорили за интеллект и осознанность интеллекта. То есть можно ли сказать, что наша осознанность или сознание это океан, как Гуруджи часто приводит пример. А наш интеллект, наш ум – это волны на этом океане. И вот вода, сама вода, это и есть это сознание. А формы или волны – это есть вот мысли и так далее. Если мы остаемся водой, как бы не вовлекаясь в образы, которые представляются мыслями, то мы остаемся в своей основе или в осознанности. Sasha wants to make two statements, and for you to tell whether they are right or wrong. So the first statement comes, would it be true to say that awareness is like an ocean or water, whereas intellect and the mind are the waves? And as long as we remain unattached and uninvolved with the waves, as long as we remain as a water,
then we are aware. Very good metaphor, but we have to understand little deeper. Хорошая метафора, но здесь нужно чуть глубже понять. The moment we try to objectify our awareness and consciousness, then who recognizes that consciousness? It means we should have two consciousnesses. But the problem is that there is only one consciousness. So objectification is the way the mind does. What intellect teaches in the journey of the self-discovery to drop that objectification. Then we find an ocean of awareness. I don't know whether you get it or not. Ум пытается мыслить объективными категориями. И когда мы сознание пытаемся перевести в объективную категорию, типа как воду или океан, то тогда мы должны задать вопрос, а кто будет воспринимать эту объективную категорию и интерпретировать ее? Кто видит эту объективную категорию? Кто является наблюдателем объективной категории? И тогда получается, что мы сознание должны разделить на две составляющие. Тот, кто осознает, и то, что осознается. Так работает наш ум и интеллект. Он работает с точки зрения некого объективного, которое необходимо осознать. Но сознание так не работает, сознание едино. Вот это поправка к тому, что сказал Саша, которое нужно иметь в виду, пользуясь его метафорой. Second question. Yeah. Sorry. Денис, я тебе его написал на скайп, чтобы тебе было не сложно. Я его озвучу, а ты переведи, пожалуйста. Можно ли сказать, вот, возвращаясь к созданному бытием и созданному человеком, можно ли сказать, что сотворенное бытием – это все переживаемое? Его совершенство совершенно само по себе, а не с человеческой точки зрения. А несовершенным является построенное на этом переживании представление и отношение. Okay, Sasha has specifically written this question in Russian so that I translate it, so that my translation is as precise as possible. So I will translate his written text. So, can we... Я сейчас перевожу, я нашел просто скайп, уже открыл твой текст, сейчас буду... We are talking about the creation of the existence versus creation of the human being. The difference. So Sasha's statement is with respect to that to these terms. So can we say that whatever is created by the existence, it is the experienced. It is the experienced. And it is perfect as it is, but not perfect from the human point of view, from the point of view of the humans. And at the same time, the imperfect is that built on that experienced, and that is perceived. That is perceived with relation to that experience by the human being. Who
hold on. First thing, all creation by the existence. Clear? All creation are by the existence. Yes. And are we not the part of that creation by the existence, or we are different? Первое – это то, что все, что создано, создано бытием. И мы тоже являемся созданием бытия. We are one part of the creation by the existence. Are you clear, Sergey? Мы являемся частью создания бытия. Всем ли это понятно? Now answer my simple question. Is, as a creation, I am a creation. So can creation become higher, greater than the creator? А теперь давайте ответим на вопрос. Если я создание, то может ли создание быть выше создателя? So it means, can my intellect becomes greater than the intellect and the intelligence of the existence, so that I perceive differently, which I think that is true? Come on. Может ли мой интеллект быть выше, чем интеллект Создателя, так, чтобы мое восприятие было выше, чем интеллект Создателя? Can I be greater than, can my intelligence plus the intellect be greater than the intelligence of the creator or the existence? Может ли мой интеллект и мои знания быть выше, чем интеллект и знания Создателя, создания, бытия? So I build my ego and I say, I perceive you as a crazy guy, but the existence loves that guy? What do you mean? И я, используя свое эго, я утверждаю, что я воспринимаю этого парня как безумца, но бытие любит этого парня. Are you understanding what I'm saying? Yes, but what Sasha said is that our perception is what is imperfect. Our perception is imperfect because, we are one of millions of creation by the existence. В общем, ответ, Саша, на твой вопрос – да. Просто Гуруджи не совсем ясно понял мой дословно точный перевод твоего текста. Можно ли будет тебя попросить со временем письменно попробовать его перевести, и Гуруджи мы его попробуем отправить письменно? Нет, я его уточнил только что. Его уточнить очень просто. Все наше восприятие является тем, что несовершенно, а все, что не является нашим восприятием, является совершенным. Нет, это что-то непереживаемое, без построения представления и отношений является совершенным, а с построением представления и отношения к этому представлению является несовершенным. Чуть-чуть по-другому. Something good is coming out into my mind. I want to convey that. Все, что является нашим отношением, прямым переживанием, без построения отношений, представления и отношения, это совершенство. А то, что на основе переживаемого создается как представление и отношение к этому представлению, является несовершенством. Саша, я боюсь, что я настолько... Закрыли тему. No, go ahead. Are you clear that we are one smaller part of the creation of the existence? Всем ли понятно, что мы являемся лишь небольшой, маленькой частью того, что создано бытием?
think in your mind how smaller we are as compared to the room in which you are sitting. Maybe 1,000 times. Подумайте, насколько по отношению даже к комнате, в которой мы сидим, мы меньше, может, 1000 раз. And how smaller we are as compared to our city and the country and the state and the earth. А по отношению к дому, по отношению к городу, к стране, к земле и так далее, насколько мы меньше. Are you understanding? We are even smaller than the dust particle. Все ли это понимают? Мы на самом деле даже меньше, чем пылинка. Are you clear what I'm saying? Все понимают, о чем речь. Если мы одеваем очки виртуальной реальности, у нас возникает огромное пространство. И кажется, что мы маленькие по отношению к этому огромному пространству. Но это все иллюзия. Так и здесь можно ли в рамках этой иллюзии утверждать о том, что-то меньше, что-то больше? If we are in virtual reality, then don't talk of virtual reality, talk of the facts. How smaller we are as compared to the earth. We are even smaller than the dust particle. Гуру Джа отказывается говорить о виртуальной реальности, он говорит, мы будем только о нашей реальности, реальной реальности говорить, ну, относительно виртуальной. Real life, are we not smaller than even the dust particle? Если мы говорим о том, что мы называем реальной жизнью, то разве мы меньше, чем даже пылинка? Are we really significant to the creation so that we can challenge through our intellect? Разве мы настолько важны для бытия, что мы можем ставить под сомнение интеллект бытия? And what is our place in time? We live for 100 years. This existence continues for millions of years. Our 100 years is not even a single fraction of a second. Если рассматривать с точки зрения времени, то мы существуем, самое большее это, наше существование измеряется сотни лет, может быть, а бытие существует миллионы лет, и поэтому по отношению к времени существования бытия наша жизнь даже секунды не занимает. Are you clear how insignificant we are to the existence? Всем ли понятно, насколько мы незначительны по отношению к бытию? And then we say, we have a little greater intellect than the existence. I'm going to challenge you. The way I want to perceive, that should be right. Но мы утверждаем, что мой интеллект выше, чем интеллект бытия, и то, как я вижу эту реальность, это правильно. То, как мой интеллект видит эту реальность, это правильно. We are insignificant, but what we think is greater than the existence. This is what we mean? Мы незначительны, но при этом мы думаем, что наши размышления очень важны. That is the cause of all our suffering. So from the intellect we migrate to ego, and ego says, this is what I think is right. That is why the master says, follow the journey, follow my principles. You know, all these teachers, exclude me. И такие мысли, они мигрируют в ум, порождают эго, и эго нарекает себя великим. И это является причиной нашего страдания. Are you understanding?
Все это понимают. So, the knowledge of the Eastern wisdom, all the teachings of the Master, says that you follow it with understanding, with belief, with the practice. First you reach there. Then you will not ask these petty questions. Поэтому все учителя говорят следующее. Сначала используйте восточную мудрость и это знание для того, чтобы достичь этого уровня, я понимаю, пробуждения. И как только вы достигнете, вы больше не будете задавать эти глупые вопросы. Last thing, very important. Do you think you are asking a question, or that question is triggered by the existence in your intellect to find the answer? How dare you say this is your question? You don't agree or you agree? И последнее, кто задает вопрос? Это вы задаете вопрос или это бытие в вашем уме создает этот вопрос для того, чтобы вы могли продвинуться по пути самопознания? Почему вы утверждаете, что это именно ваш вопрос? А если это вопрос бытия, то тогда какое вы имеете право соглашаться или не соглашаться с ответом? Если это вопрос бытия, а не мир, тогда что построено мной, это тоже построенное бытием. Соответственно, оно так же совершенно, как построенное бытием. If the question is not mine, but the question is the one of the existence, then whatever is created by me is also a creation of an existence. No, not at all. The ego has entered in between. You will never say this. Это говорит только тот, чье эго вмешалось в процесс понимания. Иначе бы ты никогда этого не сказал. How can you say that this is my body? Is carbohydrate you? Is protein you? Or it is coming from the existence? How dare you say? Как ты можешь утверждать, что это твое тело? Разве элементы, из которого создано это тело, принадлежит тебе или бытию? We are breathing every moment. If existence says bye-bye, can you really breathe? And you are saying this is me? Мы живем благодаря тому, что мы дышим, но если в какой-то момент бытие останавливает наше дыхание, сможем ли мы дальше жить? И при этом мы утверждаем, что это я и мое тело. Again, the subtle ego has taken over. It says, what I am thinking, it is coming from the existence. So what I am thinking is right. И тут вмешивается наше тонкое эго, которое говорит, так как сказал Саша, что все, что я думаю, это мысли, приходящие ко мне от бытия, соответственно, все, что я думаю, является абсолютно верным. That is why we have to follow the teachings of the Eastern wisdom. That is why we have to follow the teachings. Что? Yes, Sasha clarified that was a joke of him. That was not No, it's good. Even the joke sometimes makes the things clear. Даже шутка иногда помогает прояснить некоторые вещи. Let Sergey also listen the last part. Сергей, or we will start thinking of implanting the dolphin brain in his brain. Сергею тоже стоит послушать последнюю часть записи. И, возможно, он задумается о том, как объединить мозг дельфина с человеческим.